В наше неспокойное и нестабильное время как-то неловко говорить о праздниках, веселых праздниках. Но праздник празднику рознь, как говорит русская поговорка. Мы сегодня поговорим о празднике серьезном. Это праздник Пасхи. Пасха – это праздник старый, это праздник религиозный, христианский. И отмечают его во всем мире. В русский язык это слово пришло из греческого языка, но, в общем, слово это как название праздника звучит на разных языках, более или менее одинаково и, в общем, всем понятно. Появление христианского праздника Пасхи связано, конечно, с сюжетом о последних днях земной жизни Иисуса Христа и воскрешении Его после смерти. Это праздник, который символизирует победу жизни над смертью, торжество жизни над смертью. И, собственно, само слово «воскресенье», которое вам очень хорошо известно, как название последнего дня недели, 7-го дня, тоже связано с сюжетом о воскресении Иисуса Христа. Воскресенье – название недели, и воскресенье – это одно и то же слово. В России, как я уже сказала, мы отмечаем православную Пасху, и для православных это самый главный религиозный праздник в году. Православных стран немало. Этот день, православную Пасху, отмечают и в Белоруссии, и в Украине, и в Сербии, и в Грузии, и во многих других странах. На пасхальном столе должно быть очень много еды, как говорят, все плоды земли, чтобы показать радость от этого главного православного праздника для всех верующих. Но 3 блюда должны быть обязательно. И эти 3 блюда имеют символическое значение. Первое блюдо, которое есть на столе, так и называется Пасха. На праздничном пасхальном столе в воскресенье должна стоять Пасха. И лучше, если хозяйка дома приготовит эту Пасху сама. Что для этого нужно иметь? Ну, во-первых, вот это называется форма для Пасхи. У меня 2 формы для Пасхи, и это мои семейные формы. Обе формы мне передали мои бабушки, а вот эта форма даже прабабушки. Вот я вам сейчас покажу, как с ней работать. Вы видите здесь специальные символы. Это буква Х, Христос. Это голубь, это птица, которая, конечно, символизирует Святой Дух. Это буква В, и вот она перевернута, потом будет ХВ, Христос воскрес. И это, конечно, символ христианства крест. Вот из чего делают Пасху? Основной ингредиент – это творог. В творог нужно добавить много сливочного масла. И потом эту массу мы смешиваем вместе и добавляем туда ингредиенты, сухофрукты. Это курага, сушеный сухой абрикос, это чернослив, сушеная черная слива, и изюм. Вот это основные. Можно еще что-то туда добавлять, но это обычно хозяйки добавляют. Значит, это материал с такими дырками, называется марля. И вот мы, когда все замешали, мы это кладем вот туда. Ну, должно быть все вместе с ингредиентами. Потом мы это закрываем
Мы это кладем, и здесь кладем что-то тяжелое, а эту форму ставим в миску. И вот так Пасха должна стоять 24 часа, сутки. И через 24 часа мы это все раскладываем, вот это переворачиваем и форму снимаем. Когда Пасха будет готова, ее кладут на красивое блюдо или красивую тарелку, и результат вы увидите у меня на праздничном столе. Второе блюдо – это кулич. Это пасхальный хлеб. Кулич должен быть очень вкусный, очень сытный и долго сохранять свои качества. Значит, Пасха, кулич, и еще должны быть пасхальные яйца. Это тоже все нужно приготовить перед последним, самым главным воскресным днем. Привет! Пока Анна делает Пасху, я вам покажу, как можно быстро и симпатично покрасить яйца. Я хочу вам рассказать о способе, которому меня научила моя бабушка. Для этого нам будут нужны белые яйца, какая-нибудь травка, колготки или чулки нейтрального цвета и луковая шелуха. Луковая шелуха у меня есть. Яйца, конечно, тоже есть. А вот с травкой сейчас не очень хорошо. Моя бабушка использовала обычную травку, которая растет на улице. Но сейчас еще холодно, и травы нет. Поэтому я сейчас пойду в магазин и куплю обычную петрушку и укроп. И покажу вам, как покрасить яйца. Итак, посмотрите, что у меня здесь есть. У меня есть красивые, белые, чистые яйца. Во-вторых, у меня есть петрушка и укроп. Это для украшения. Вот, я хочу, чтобы на моих яйцах были листики. И петрушка и укроп специально для листиков, для украшения. Еще у меня есть луковая шелуха. Ее довольно много. Я ее собирала почти 2 месяца. И еще очень важный момент – колготки. В них мы будем класть яйца. Сначала нам нужно сварить луковую шелуху. Кладем шелуху в кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту. Шелуху надо сначала сварить, чтобы она дала красивую краску. Вода будет яркого коричнево-оранжевого цвета. Потом эту воду надо будет остудить, чтобы она была не горячая. Вот, смотрите, какая яркая стала вода. Пока шелуха варится, я подготовлю яйца. Мне нужно положить яйца в чулки, которые я уже нарезала на небольшие части. Нужно, чтобы получилось вот так. Беру кусок чулка, беру яйцо, беру листик петрушки и веточку укропа. Приклеиваю листик петрушки на яйцо. Сейчас пусть яйцо полежит, а я беру чулок и один конец завязываю ниткой. Теперь сюда, в этот кармашек, мне нужно положить яйцо. И вот так замечательно получается. Теперь нужно завязать другой конец чулка. Вот что у меня получилось. Вот они, яйца в чулках. А здесь моя шелуха. Она уже остыла, и теперь я могу положить яйца в воду. Вот я их кладу в воду и буду их варить, как обычно, вкрутую 10-12 минут. Не переживайте, яйца не будут пахнуть луком. Петрушкой и укропом тоже не будут пахнуть. Вот, посмотрите, какие симпатичные яйца у меня получились. Темно-оранжевые, с листиками. Теперь их надо распаковать, вынуть из чулков. Вынимаем.
И вот полюбуйтесь, какая красота получилась в результате. Теперь у меня есть настоящие пасхальные яйца. Яйца называют крашенки или писанки. И это яйца крашенки, потому что они могут быть раскрашены или вот так, как Юлия их сделала особым методом. Яйца писанки, когда на них рисуют какой-то узор. Особенно это в Украине популярный тип дизайна яиц. В пасхальное воскресенье утром люди особым образом приветствуют друг друга и выражают радость от того, что наконец наступил прекрасный, светлый, радостный день. Утром воскресенья, праздник Пасхи, первое, что мы должны делать, это обняться и расцеловаться. Юля! Аня! Христос воскрес! Воистину воскрес! Теперь берем яйцо. Вот это яйцо не берем, это моей прабабушки. Берем яйцо настоящее и выясняем, кто сильнее. Ну, давай. Юля сильнее. Нет, я не согласна. Теперь я, Давай. Теперь я сильнее. Победила дружба. Христос воскрес. Воистину воскрес. И самое главное, за пасхальным столом и потом пасхальной недели, когда мы едим эти очень вкусные блюда, встречаемся с друзьями и родственниками, приветствуем их особым образом, важно помнить о самом главном в христианском вероучении. И самое главное, на чем основана эта вера, это любовь. Христос пошел на смерть ради людей и ради любви к людям. Это была его жертва. Когда после воскресения Христос пришел к своим ученикам, то первое, что он сказал им, входя в дом, он сказал: «Мир вам». И любовь и мир – это вечные ценности, самые главные ценности, которые не знают границ ни времени, ни государства. Мы надеемся, что любовь, мир вернутся скоро в наш запутавшийся мир.